По ссылке в описании ты откроешь для себя свежий и качественный YouTube-проект LoveTube. В каждом выпуске интересного гостя связывают с 3 случайными собеседниками. Причем с самого начала собеседники могут видеть гостя, а гость собеседников нет. И в результате такого общения происходят довольно интересные повороты, а в конце вскрываются все карты. Всем привет, простите за видео. Представляю вам то, чего многие из вас ждали, а я старался оттягивать как можно дольше. Добро пожаловать в «Друг вокруг». Схема стара как мир. Я зарегистрировался. Ах да. Кое-что поменялось сегодня. Схема стара как мир. Я зарегистрировал аккаунт девочки и каждому собеседнику давал понять, что мне далеко не 18. Девушку зовут Алена. Начнем. Мне написал простой парнишка с именем, которое дают 95% детей на земле. Байсангур! И написал он не менее простое сообщение. Попу покажи. Это не православно же. Да, в этом диалоге я крайне верующий человек. В жизни я станцую на вашей могиле. Ну и конечно же, что адекватный понимающий человек, такой как Байсангур, пришлет в ответ на такое сообщение? Дикпик. Короче, болтяру свою заслал. И сколько бы я ни сидел в этих чатах, я не понимал одного. Первое, что заставляет их присылать беспричинно такие фотографии, но этого мы никогда не поймем. А второе, я хотя бы попытался выяснить. Как на такое фото реагируют обычно? Кому нравится, кому нет. А кроме переписок с родственниками? Чего? Попу покажешь? Но Байсангур невозмутим. Я же не твой родственник. Пососи. Попу покажи. Это не грешно. Мы нарвались на ученого в разделе теологии. Простите за мой оксимирон. Ты не читал святую книгу? Там написано: не оголите лес своих до свадьбы, а ты в трусиках покажи. Хватит искать компромиссы в святой книге. Грешник, сгоришь. Я тебя трахну. Идем дальше. Диалог с Байсангуром, увы, идет в тупиковую ветвь эволюции. Каждый день вы спрашиваете себя, а жив ли Цой? Если нет, то как у нас с ним завязался диалог? Бля. И тебе привет. Диалог с кумиром 90-х, увы, не сложился. Мне написал и бот. Привет, зайко моя. Очень грамотный подход, современный, уважаю. Я считаю, что в 2019, на минуточку, году люди должны обращаться уже друг к другу в среднем роде, чтобы никого не обидеть. Давай познакомься. Мне нравится твоя загадочность. Сколько лет? 13, а тебе? Ау, я 19. 0101-2000. Ау, что за цифры? Телефон твой? Нет, год дня рождения. Деграждение? Да, согласна, тогда началась такая себе эпоха. Вы только вспомните эти нулевые. Это был пи***ц. Можно фотку отправить? Ау, уа, ау, уа. И бот, к слову, очень нетерпеливый собеседник. Ладно, брат, давай отправить, я жду. Ау, уа, ау, уа. Вы можете обратить внимание на то, как самец пытается привлечь внимание самки, издавая звуки. Ты ебать, а чё ебать я? Смотрите, перенял у меня грамматику, хитрец. А чё ты ау-ау-ау-ау делаешь, как тупой? А, хорошо, жизнь. Я, честно говоря, не заметил, где я успел спросить, как дела, но он, видимо, предвидел. Мне написал: Станислав, есть самцы или карасики одни? Я не увлекаюсь рыбалкой. Это метафора, литературный прием. Неужели мы наладили контакт с местной интеллигенцией? Ого, вы увлекаетесь литературой? Почему на «вы»? Мне неудобно даже. А ты чем увлекаешься? Литературой. Я стихи пишу иногда. Пришли строфу. О, да бывший. Я уже вижу, как вы замерли в нетерпении послушать. Нет, я не Пушкин, не судите строго. Даниил Лермонтов, увы. Баб теперь с порога, а ты стирай его вонючие носки. Я не мог оставить это без хотя бы краткой рецензии. Красивая смесь Есенина и говна. Идем дальше. Шамиль. Привет. Здравствуйте. Что делаешь? Мастурбирацию. А вы? Получается? Сижу, тел смотрю. Не получается. Плохо стараешься. Плавно заменяем слово и смотрим, увидит ли он подвох. А вы сублимируете? Нет, чисто секс. Сублимировать полезно. Кому как. Всем это доказали казахские ученые. Ну, вы знаете, всемирно известный казахский центр исследования психологии человека. Сама казачка? Нет, я якутянка. Наполовину немка. Бонжур не скузи, как говорится. Я известный полиглот и не упущу возможности продемонстрировать свои лингвистические навыки.
Вот скажи, например, бытие определяет сознание или сознание бытие? Ты чё пишешь? Ха, это ты на фотках? По его мнению, на фото, что ли, должен быть какой-то ученый с Нобелевской премией в руках, а не просто девочка. Сколько еще человеку нужно времени, чтобы превзойти себя нынешнего настолько же, насколько он сейчас превзошел обезьяну, чтобы считать себя сверхчеловеком? Философские рассуждения Ницше, которые я почерпнул из первых строчек Википедии, Шамиль почему-то воспринял не так. Это ты про кого? Он воспринял это как оскорбление. Ты просто не понимаешь ничего. Чё я должен понять? Тебе 13. Понимаете, именно такой грязный эйджизм мы и должны исключить из нашего общества. Время добивать. Ты эйджист? Нормальными словами разговаривай. А что, дефицит в словесном резерве? Такие заоблачные слова не знаю. Вот ты и признался, что не все понимаешь. Главное, что он сам осознал. Мне написал Саша. Хочешь? Конечно, а ты? И сначала я не чуял подвоха. Я что хочу? Что? Я что хочу? Что молчишь? А потом этим подвохом, прямо скажем, завоняло. Что? Ты просто залагал. Обманщик, тебя же не Саша зовут. И следующие сообщения только подтверждали это. Ты хочешь мой ну, хочешь? Что молчишь? Я Саша. Хочешь мой ну, да или не? Сначала скажи имя настоящее. Не будем обращать внимание на неудачные попытки мимикрии. Аленка, хочешь? Аленка, хочешь мой Ты что, общий? Сразу предупреждаю, не пытайтесь вникнуть в диалог с Сашей. Это может навредить вашей психике и, возможно, даже передаться генетически будущим поколениям. Просто наслаждайтесь. Да, так ты гей? Диалог с Александром не самый короткий, но он выдает прекраснейшие первые. Алена, у меня вопрос есть. Да? Почему мой сосать головка красный будет? По-моему, это самая стереотипичная неспособность склонять слова. Это либо магия, либо часть физиологии. Но скорее всего у тебя болезнь, я врач. А еще у тебя хорошая растяжка. Не представляю иного способа, которым Александр мог бы проверить себе цвет там, потому что, судя по его коммуникативным способностям, представленным выше, я не уверен, что он мог бы найти себе подручного. Или подротного. Дилемма. Сам того не зная, лже-Александр решил продолжить тему физиологии. Хочешь, я тебя трахею, Алина? Хочешь? И снова я получил дикпик. О боже, как я этого ждал. Если вы хотите продолжение этой песни, то давайте наберем 50 тысяч лайков под роликом этим. Ну и просто, чтобы новый ролик вышел. Есть что так. Ну, раз вам так нравится тема физиологии, то можно и про трахею. Можно про илеоцекальное отверстие также, раз вам нравится тема пищеварительного тракта. Только показывать не обязательно. Так вас зовут Саша или Александр? Я хотел его проверить, ведь если все-таки его зовут какой-нибудь Апчхи, а не Саша, и он, скорее всего, не знаком с нашей хитрой системой имен, когда Константин — это Костя, Саша — это Александр, и Кирилл — это... Кирилл? То он спалится, сказав, что его зовут только Саша, и что Александр — это типа другое имя. Но Саша оказался хитрее. Хочешь мой ну? Я сдаюсь. Пусть этот диалог просто несет меня по течению. Но если я буду читать все, то этот диалог займет весь ролик, поэтому давайте лучше пройдемся по его достопримечательностям. Вот что будет, если оставить Сашу одного надолго. Минут на 5. Алена, ау, алло, что молчишь? Хочешь, я тебя трахею? Хочешь? Хочешь? Что молчишь? Алена, алло, ебаный в рот, что молчишь, Алена? Алена, з, ю, о, хочешь? Хочешь мой Но я все-таки попытался действовать и добиться от него номера телефона. Хочу номер, мой Он подбирает довольно странные альтернативы. Ты по нему звонишь? Только в этом случае. Я хочу твой киски, Алена. Дикпик. Качество, к счастью, было настолько ужасным, что поначалу я даже не хотел накладывать пикселизацию. Но потом захотел. Мне страшно подумать, с какого устройства или столетия ты сидишь. Хочешь мой Алена? Мне кажется, что эта фраза для Саши нечто вроде обязательной вступительной части, как у смурфиков. Типа, знаете, смурфон, смурфивизор, только с другой приставкой. А, Анатолий, хочешь мой член-вет тебе? Ну что, зайдем сначала в хочешь мой член-мазин, может быть тебе что-то нужно, или сразу поедем до моей хочешь мой член-квартиры? Страшно подумать, как тебе удается обманывать естественный отбор, или на тебя действительно есть план божий. Потому что, когда ты наблюдаешь таких людей в живых, ты все-таки начинаешь верить в Бога.
бога и в его план. У меня есть план, и я хочу тебе трахею. Ладно. Давайте, пожалуйста, пойдем дальше. Прошу, умоляю, дальше. Еще один экзотический персонаж в нашем диалоге. Али. Привет, привет. Как у тебя дела? Нормаль. Как настроение? Отмен. Можно? Да. С ним я на все согласен. С тобой познакомился? Когда успел? Сейчас успел. Ладно, ты молодец. Зачем ток? Решил сразу провести со мной интеллектуальные тесты, но я не промах. Ток питает устройства, которые тебя окружают. Его роль неоценима. Не понимаю. Это его право. Идем дальше. Мне написал Константин, чтобы вы понимали, он был в военной форме, и за спиной у него на фоне был огромный российский флаг. Приветик. Здравствуйте, Костя. А вы военный или патриот? Я военный. Понятно, не патриот. Ну и патриот тоже. Ого, тогда здорово. Что делаешь? Пишу о России. Сыграем с патриотом по-патриотически. Ого, интересно. И что пищишь? Нет, зачем? Что нет? Мне интересно, что ты пищишь о России. У меня нормальный голос. Чего он прикопался-то в конце концов? Мне также довелось пообщаться с настоящим иностранцем из Таджикистана. У него в профиле было указано местоположение. Но общаться мы будем не на русском языке. Ни. Украинец? Нет. А шо ни тогда? Я из Китая. It's English, ха-ха. Подозрительное местоположение. I don't want study in Tajikistan, just I want learn Chinese and start some small businesses in Tajikistan. Yep, between China and Tajikistan. But I don't know yet because still I'm student yet. Soon I'll back to China. Я подумал, это вопрос. Better to stay in Tajikistan. Не думаю, что Китай можно сравнивать с этой страной. Тем более, это его родина. Но ему не понравился ответ. Go away, bitch. But it's a great country. So do you wanna such my penis? You are such a penis. Начало открываться истинное лицо этого Кевина. Я хочу кончить в твое лицо. Mom would be proud of you. Истинный обитатель друг вокруг не сможет скрыть себя под маской студента из Китая. На этом мой рабочий день закончен. Не забудь про подписку, лайк и колокольчик. Веб-шпион уходит. Бля, мне это все еще монтировать. Опять и опять дикпики летять.